Однажды, прогуливаясь в старом заброшенном порту, я обратил внимание на странные остатки конструкции, возвышающиеся над водой. Это и послужило началом моего видео. Дня доброго, зимнего, сырого и пасмурного. Дом на сваях. Немецкий ученый, который вскрывает черепа. Лаборатория, полная заспиртованных уродцев. Немецкие буржуа. Русские солдаты. Эстонские анархисты. Все это здесь, в этом месте. Место это называется Матси Рант, побережье Матси. Именно здесь снимали фильм «Поли Päiväkot», «Дневники Пол». Фильму предшествовало 14 лет подготовки и 3 года разработки. После этого очень долго искали места для съемок, причем искали в разных странах. И в результате выбор пал вот на это самое место, побережье и порт Матси, которое находится в Западной Эстонии, в Пärnumaa. Фильм основан на реальных событиях и дает представление об условиях, царивших в Эстонии накануне Первой мировой войны. И, конечно же, фильм о любви. Практически все съемки фильма происходили вот здесь, на этом, скажем так, пятачке суши и моря. На этом причале. Здесь стоял дом на сваях. Здесь, где стоит сарай, левее была лаборатория. Практически ничего не осталось. Все здания после съемки, вернее, не здания, а декорации были снесены. Потому что природа должна оставаться такой, какой она была до этого. Но в некоторых местах даже остались следы от этих былых строений, фундаменты. И сохранились вот сарай, домик и за ним еще один, даже не знаю, сарай, наверное. События основаны на мемуарах немецкой писательницы Оды Шефер, двоюродной бабушки режиссера, в которых она описывает свой визит в раннем детстве в Эстонию. Фильм является совместным производством Австрии, Германии и Эстонии. Главные роли исполняют Paula Beer, Эдгар Зельге и эстонский актер Тамбет Туйск. В 1993 году режиссер с родственниками побывал в Эстонии, в настоящей усадьбе, где жили его предки, мызе Пылула, на немецком Пол, которая находится недалеко от города Раквары в Северной Эстонии. Именно тогда у него появилась идея снять этот фильм. Основная площадка съемок – это особняк. Он был построен на основе старого рыбацкого порта. За 6 месяцев на место съемок привезли более 1000 статистов, сотни костюмов, 150 членов команды и целую гору строительных материалов. Это одно из зданий, которое сохранилось со времен съемки, то есть которое есть в кадрах этого фильма. Здесь также стояло еще одно здание, но его уже нету, но здесь отчетливо видно фундамент, оставшийся от этого здания. Довольно значительную часть фильма занимает эпизоды, снятые на кладбище. Я долго искал информацию, пытаясь найти это кладбище, но, как оказалось, оно тоже было бутафорским, как и построенный особняк. Где оно точно находилось, я не знаю, но предполагаю, что недалеко от этого самого причала, вот где-то здесь в лесу. Очень часто в фильме были показаны кадры, снятые вот именно в этом месте. Там есть сарай, который до сих пор сохранился, а на этом месте была та самая пресловутая лаборатория немецкого ученого. А от нее остались только фундамент и вот остатки еще одного фундамента. Именно здесь были сняты кадры пожара. Фильм получил множество различных призов на различных кинофестивалях.
Те, кто смотрел фильм, вероятно, помнят одну из сцен, которая была на побережье моря, где был пикник, где находились местная аристократия, русские военные, и которые сидели, в общем-то, отдыхали у моря. Это как раз то место, где происходили эти съемки. Находится оно сравнительно недалеко от самого порта Масси, где были основные съемки. Это вот здесь за холмом, буквально километр, может быть, даже меньше. А еще это место известно тем, что здесь снимали различные эстонские и не только эстонские фильмы. Например, такие как «Кергемere», «Tulen erand», «Tuletorn», «Tutar laps mustas». То есть это такое довольно То есть это довольно кинематографическое место. Я посмотрел этот фильм. Фильм интересный. Советую его посмотреть. В открытом доступе в интернете маловероятно, что вы его найдете. Но есть место, где он находится в доступе. Если кто-то хочет посмотреть этот фильм, пишите в комментариях под этим видео. Я вам дам временную ссылку, по которой можно будет посмотреть этот фильм. Но предупреждаю, в фильме есть некоторые сцены, скажем так, слегка шокирующие. То есть некоторых он может шокировать. Вот так вот. На этом я свой небольшой рассказ заканчиваю. Надеюсь, он был полезен, интересен. Кому понравилось, поддержите меня, поставьте лайки, подпишитесь. А от себя хочу пожелать всем хорошим человекам, большой буквы, хороших интересных путешествий и новых позитивных открытий. Порт Матси. Я очень долго искал историю, как возник этот порт и что здесь было раньше. Никак не мог найти, но наконец мне повезло. История этого места такова. Ранее здесь была гавань для рыбаков и охотников на тюленей. В 40-х годах, во время коллективизации, когда все вступали в колхозы, в артели, местные рыбаки и жители вступили в колхоз, который здесь организовался. Если не ошибаюсь, название его было «Октябрь», но могу ошибаться. И в то время возник, в общем, этот порт. После образования колхоза был построен вот этот причал. Изначально он был деревянный с бетонным покрытием. А также были построены различные хозпостройки. Это сарай для сетей, пункт приема рыбы и прочее. В 1972 году местное хозяйство входит в состав одного из крупнейших колхозов Эстонии, колхоза имени Кирова. Хозяйство немножко модернизируется, в том числе данный причал делает бетонным в том виде, в котором он сейчас находится. Колхоз Кирова был довольно большим. Он состоял из многих различных более мелких предприятий. Это был один из крупных колхозов в Эстонии. И в свое время, примерно в 80-х годах, он стал более перепрофилироваться на промысел рыбы в водах Атлантики. Поэтому данное местное предприятие потихоньку сошло на нет. И сейчас все это пустует и находится вот в таком виде. Места здесь очень красивые. Я неоднократно здесь бывал, отдыхал, снимал видео, наслаждался природой. Например, вот этой лесополосе находится очень много оборудованных
мест для отдыха, для пикника. Есть столы, есть, в общем, грильницы, дрова, все, что нужно для полноценного хорошего отдыха. Недалеко от этого места, на полуострове Сымери, находится одноименный маяк Сымери, где я неоднократно бывал и снимал видео. Очень красивые места, советую вам их посетить. Где-то я снимал видео об этом, как туда попасть и все прочие нюансы. А вам всем хочу пожелать хороших, интересных путешествий и приятных, позитивных новых открытий. Подписывайтесь. И я надеюсь, что будут еще новые интересные видео, которые не столь банальные, которые рассказывают о Эстонии и не только, о разных различных местах, о которых мало кто знает, традициях и прочем. В общем, подписывайтесь. Надеюсь, я вас не разочарую.